Уход за кожей вокруг глаз – это достаточно волнующая всех тема. Именно поэтому я собрала самую экспертную информацию и поделюсь с вами секретами и лайфхаками, а также расскажу, что категорически нельзя делать в этой области, чтобы не усугубить уже существующие проблемы. Обязательно досмотрите это видео до конца, в нем я расскажу вам, от чего появляются темные круги под глазами, грыжевые выпячивания, почему появляются морщинки на коже вокруг глаз, а также нужен ли отдельный крем для этой области, нужно ли наносить SPF-крем. Будь добры, помедленнее, я записываю. Нужны ли домашние гаджеты, за и против, и, конечно же, мы поговорим сегодня о патчах. Поехали! Кожа вокруг глаз – это очень тонкая и нежная кожа. Она в 4 раза тоньше, чем любой другой участок кожи на нашем теле. В ней отсутствуют железы, она практически лишена подкожно-жировой клетчатки. И она очень сильно реагирует на воздействие как внутренних факторов, таких как стресс, недосып, принятие алкоголя, курение и другие шалости нашей жизни. И также она реагирует на воздействие окружающей среды, в частности, это мощное воздействие ультрафиолета. Неправильный домашний уход. Если мы будем игнорировать все эти факторы, все это приводит к тому, что под глазами появляются мешочки, темные круги под глазами и морщинки. Обо всех этих проблемах мы сегодня с вами поговорим. И поговорим о том, что нужно делать, чтобы их не было. Мы поговорим о мифах, которые существуют об этой области. Например, первый миф, что для кожи вокруг глаз можно использовать только специальный крем для кожи вокруг глаз. Это не совсем так. Но мы учитываем тот фактор, что сейчас мы говорим об абсолютно здоровом человеке. Если у вас нет никаких кожных заболеваний, то вы можете купить в аптеке. Я именно ставлю на этом акцент. Я очень люблю космоцевтику. Это максимально гипоаллергенная косметика. Так вот, вы там покупаете крема очень легких текстур. Ну, например, один из моих фаворитов – это крем Ля Рош-Позе Толеран. Он у меня стоит дома. Или, например, Эуцерин Sensitive. То есть это крема для чувствительной кожи. Они априори не могут быть тяжелыми. Они абсолютно легкие и подойдут для любого участка вашего лица, в том числе и для кожи вокруг глаз. Этот крем не будет вызывать у вас пощипывание, утяжеление, чувство жара. У вас не возникнет на него аллергическая реакция, он не будет скатываться, и вам будет абсолютно комфортно с ним. Но также не будем игнорировать целый пласт кремов, которые предназначены непосредственно для этой области. Конечно же, они тоже хороши. Просто очень важно учитывать те компоненты, из которых они состоят. И если в состав ваших кремов входят активные компоненты, например, такие как ретинол, вводите их в свой рацион постепенно, понемножку, по чуть-чуть, а не сразу переходите на ежедневный уход, так как эти крема настроены на то, чтобы и запрофилактировать этапы старения, и помочь вам, если уже что-то у нас от этого старения есть. И эти активные компоненты иногда могут вызывать неприятные ощущения в этой области. Второй момент – это миф тоже. Я понимаю, почему вы ему подвергаетесь. Это то, что патчи нас могут избавить от кругов вокруг глаз, от мешков, от морщин, от всего. Прям панацея. Потому что, когда вы включаете интернет, Инстаграм, ВК, любые социальные сети, вы увидите, что блогер едет в машине, с вами разговаривает в патчах, врач-косметолог в патчах, или какая-нибудь медийная личность, которую вы уважаете, он едет с утра, и уже на его лице вы видите патчи. На самом деле с патчами нужно быть очень осторожными. Они бывают тканевые, микроигольчатые, гидрогелевые. Сейчас это самые популярные, гидрогелевые. Это как масочки, которые пропитаны сывороткой. Да? И поэтому эти сыворотки могут содержать активные вещества. Поэтому при покупке патчей обратите внимание на их состав, а еще обратите внимание, если надпись одобрена офтальмологами. Это очень важно, так как на один из компонентов у вас может быть аллергия. Патчи носятся 1-2 максимум раза в неделю, если уж очень вам это нужно, по 10-15 минут, не более. О том, почему такие правила, почему можно и нельзя, мы с вами поговорим в другом видео.
И поговорим о третьем мифе. Миф заключается в том, это даже скорее не миф, а вопрос, нужно или не нужно защищать область вокруг глаз от ультрафиолета. Мое мнение, как врача-дерматовенеролога и врача-косметолога и дерматоонколога, это то, что обязательно нужно защищать эту область от солнца, так как солнце беспощадно. В этой области под его воздействием у вас могут и образовываться новообразования, и появляться пигментация, и сосудистый компонент может быть становиться ярко выраженным. Это и формирование морщинок, это излишняя сухость кожи. Поэтому, чтобы всего этого избежать, используйте солнцезащитное средство. Я рекомендовала бы вам покупать SPF-средства в аптеке. Таких космецевтических марок, как La Roche-Posay, Avène, Uriage, Bioderma и другие. Эти марки, эти крема этих марок прошли мощный дерматологический контроль. Они максимально гипоаллергенны. Но в любом случае чувствуете именно вы, именно вашу кожу. Потому что именно у вас может быть какая-либо аллергическая реакция или некомфортное состояние кожи. В этом случае вы тогда используете солнцезащитные очки, широкопольные шляпы и кепы. От солнца нужно защищаться. Ну и, конечно же, маленький лайфхак или не лайфхак – это то, как правильно наносить крем на область вокруг глаз. Не обязательно это солнцезащитный или мы говорим об обычном креме. Во-первых, не надо никакие-либо крема наносить очень близко к ресничному краю. От костного края орбиты мы поднимаемся чуть выше. Можно крем наносить также область под бровью и немного заходя на верхнее веко. Да? И, конечно же, мы соблюдаем правила нанесения крема по линиям от центральной части к периферии. Именно так у нас проходят лимфатические сосуды. Помимо того, что вы будете наносить правильно крем, вы еще будете делать своеобразный массаж, улучшающий микроциркуляцию и лимфодренаж этой области. Как правильно ухаживать за этой областью с точки зрения домашнего ухода. Первый момент. Область вокруг глаз также нуждается в очищении, как и кожа любого другого участка вашего лица. Поэтому мы используем очищающие средства, пена, гели, в зависимости от того, какой у вас тип кожи. По типу кожи вы подбираете средства по уходу. Умывание. Если мы говорим о коже вокруг глаз, конечно же, я больше радею за средства для чувствительной кожи, да, потому что при умывании редко кто избегает этой области, нам хочется умыться с водой полноценно и качественно. Но делаем это мы ни в коем случае не до скрипа. Это делать нельзя, так травмируется гидролипидная мантия, и мы нанесем только вред этой области. При умывании вы не должны растягивать кожу, вы должны очень аккуратно использовать ваши ручки, да, опять же, по тем же самым линиям, о которых мы вам говорили. Это мы говорим именно о области вокруг глаз. То есть умываемся мы мягкими очищающими средствами. Многие из вас сейчас скажут, что, к сожалению, гель или пенка не смывает, например, косметику. Тогда не стоит отчаиваться. Я своим пациентам рекомендую использовать мицеллярную воду. Да, при помощи мицеллярной воды мы удаляем излишки, какие-то загрязнения в труднодоступных местах находящиеся, и затем мы обязательно смываем мицеллярную воду водой обычной. Существует всего лишь две мицеллярные воды, которые смывать не нужно. Это от компании La Roche-Posay и от компании Bioderma мицеллярная вода Sensibio. Все остальные мицеллярные воды нужно обязательно смывать. Дальше мы на эту область наносим увлажняющий крем. Как я уже сказала, либо у вас отдельный крем для области вокруг глаз, либо это крем легких текстур для чувствительной кожи, который подходит вам для кожи в общем, да, лица в целом. Мы поговорили также с вами о том, что нужно защищать кожу солнцезащитными средствами. Повторюсь еще раз, я за космоцевтику, La Roche-Posay, Avène, Uriage, Bioderma и другие космоцевтические марки, Eucerin. Это средства, которые не только будут защищать вас от солнца, но и ухаживать, увлажнять кожу вокруг глаз. И вот сейчас с вами говорю и вспомнила еще один лайфхак по поводу солнцезащитных средств. Вспомните, что уважающие себя марки в уходовые крема всегда добавляют фильтр. И я вам больше скажу, это может быть не только маленький фильтр 10-15, но это также может быть SPF 30. И тогда, в принципе, солнцезащитный крем вам не нужен. То есть, если в уходовое средство
для вашего лица добавлены уже фильтры, то этого будет достаточно в условиях города точно. Но если вы едете, конечно, в какую-нибудь жаркую страну, то там нужно брать максимальный фактор, это SPF 50+. Сейчас мы часто слышим такие модные слова, как коллаген и ретинол. Да? То есть для нас слово ретинол – это уже все омоложение, мы убежали от старости, спасли свою жизнь со всех сторон. Ретинол, ретинол – это круто. Это действительно классные вещества, которые содержатся в кремовых текстурах. Нужны ли они для этой области? Да, нужны. Но если у нас в креме, если мы хотим использовать какие-то активные компоненты, то в данном случае действительно этот крем должен быть именно для области вокруг глаз. Все наружные средства, которые мы используем в домашнем уходе, они проникают до определенного уровня. То есть практически они фактически работают с поверхностными слоями кожи. И даже в области вот этой кожи, которая находится вокруг глаз, мы все равно не добьемся стимуляции фибробластов, процесса запускания процесса неоколлагенеза при помощи наружных средств. Все процедуры делятся на два фланга. Это аппаратные методики и инъекционные методики. Самые действенные протоколы – это сочетанные, когда вам врач назначает и инъекционные, и аппаратные процедуры в определенном порядке. Из аппаратных процедур очень хорошо работает это игольчатый РФ, лазерная шлифовка, это микротоки, это термолифтинг. То есть, в принципе, даже смаз-лифтинг в периорбитальной области дает очень хорошие результаты. Просто все это надо делать по определенным показаниям и каждому пациенту свой подход. Все эти аппаратные методики нам дают отличную работу с фибробластами. Мы запускаем процессы неоколлагенеза, мы разрушаем старые волокна и стимулируем кожу на формирование новых эластиновых и коллагеновых волокон. Инъекционные методики, такие как, например, мезотерапия, биоревитализация, PRP, коллагеностимуляция, препараты, да, например, микроколост, колост 7-15%. Эти все процедуры нам необходимы тоже как для стимуляции кожи механической, да, также мы доставляем как бы кирпичики в кожу, с которыми наши клеточки будут работать и выстраивать новую, молодую, красивую кожу. Вы все эти процедуры должны делать исключительно в клинике. Не дома, не в кабинете, в клинике. Почему? Потому что, да, в кабинете, куда вы пошли, может стоять аппарат лазерной шлифовки. Но это будет абсолютно другой аппарат лазерной шлифовки, и он может даже не иметь регистрационного удостоверения. Там нету контроля мощности, нету контроля луча, контроля излучения и так далее. И вы можете нанести невероятный вред своей коже. Точно так же, как и инъекционные средства, эти средства должны быть, препараты, да, должны иметь регистрационное удостоверение. Они должны быть разрешены для инъецирования в ткани человека. А теперь мы поговорим о домашних гаджетах. Итак, домашние гаджеты. За, против, как вы думаете, я за или против? Я, в принципе, за, но не за все. Например, есть такой домашний гаджет, как микротоковый аппарат. Если честно, я считаю, в любой уважающей себя клинике должен стоять аппарат микротоков. Но там я могу регулировать мощность подачи токов, да? У меня специальные там датчики есть и много-много специальных фишечек, которые я вам не буду раскрывать. Вот. А домашний гаджет – это все-таки какой-то универсальный гаджет, который просто подает ток какой-то силы, которую вы не можете поменять. И, конечно же, чтобы не влиять на человеческое здоровье никак, и так как это продается гаджет на массы, скорее всего, там сила тока очень-очень незначительная. Поэтому, если вы их используете в домашних условиях, вы себе не навредите, вы действительно, возможно, поможете себе с точки зрения улучшения микроциркуляции, лимфодренажной функции, но сделаю маленькую ремарку. Домашний гаджет не должен стоить меньше 20-30 тысяч рублей, потому что все, что вы купите дешевое, работать точно не будет. Если вы купите в этом ценовом диапазоне, вы, может быть, что-нибудь и получите. Световые методики, красный цвет, синий цвет, не будем туда углубляться, также работают в кабинете врача-косметолога, но, если вы заметите, мы всегда работаем в очках, в защитных очках. И, скорее всего, если вы купите какой-то домашний гаджет, он тоже не будет очень обладать высокой мощностью, высокой силой, дабы не навредить
Но какой вы результат от него получите, вот эти LED-маски, я знаю, люди покупают домой, не могу сказать, что вы увидите какой-то очень хороший результат, но можете их использовать, можете пробовать. Но все равно очень аккуратно, бережливо, ваши глаза не должны испытывать какой-либо дискомфорт при работе с этим гаджетом. Скребок гуаша, различные щетки для очищения кожи лица используют пациенты. С кожей вокруг глаз, пожалуйста, давайте мы этого делать не будем, потому что мы помним, что кожа очень тонкая, она чаще всего у нас пересушена, как бы мы не хотели, но с возрастом все равно это происходит. Поэтому берегитесь кожи вокруг глаз и умывайтесь, как мы сказали ранее, специальными мягкими очищающими средствами. Не забывайте про увлажнение этой кожи. Что такое мезороллер? Это такая как бы штучка. Я пытаюсь просто рассказать вам на человеческом языке с микро какими-то иголочками. Вы наносите на кожу сыворотку и этим роликом вводите для того, чтобы усилить проникновение сыворотки внутрикожно. Опять же, мезороллеры даже используются в кабинетах косметологов. Штука хорошая, штука эффективная, но в домашних условиях нужно быть очень-очень аккуратным с ним, чтобы, опять же, не травмировать, не поцарапать кожу в области вокруг глаз. Я немножко сейчас отойду в медицину. Если у вас в области глаз есть какие-либо новообразования, если есть какие-то воспалительные процессы, если есть что-то, что требует дополнительного внимания, то никакими гаджетами пользоваться нельзя, пока кожа вокруг глаз не будет здоровой. Малярные мешки. Но малярные ли это мешки? Возможно, это грыжа нижнего века. Для того, чтобы понять, о чем мы говорим и как дифференцировать эти два состояния, нужно провести небольшой тест. Ну, сначала, еще раз напомню, мы сейчас говорим не о выпячивании сразу под тесничным краем, вот это выпячивание, которое находится чуть ниже, в области маляров. Тест заключается в следующем. Вы закрываете глаз, и вам очень нежно и ласково нажимают на глазное яблоко. И если ваше выпячивание увеличивается в размере, то мы говорим о грыже нижнего века. С такой проблемой вам нужно обращаться к хирургу, то есть пластическому хирургу. К сожалению, в кабинете врача-косметолога любая работа с этой проблемой будет абсолютно бесполезна. Если же мы видим с вами, что ничего не поменялось, то это мы говорим действительно о малярных мешках. У некоторых пациентов данная проблема существует с юности. Кто-то замечает появление этих малярных мешков на протяжении жизни. Давайте разберемся вообще, что это. Малярные мешки, еще его называют малярный жир. То есть у нас кожа, а под кожей находится подкожная жировая клетчатка. Она заключена между двумя связками. И если вот этой подкожной жировой клетчатки есть небольшой избыток, вот у нас он и формируется, этот малярный мешочек. И, конечно же, если вы там поели что-то солененького перед сном, или какие-то сделали неправильные вещи, после которых вы знаете, что вы утром отекаете, эта область отекает в первую очередь. Можно ли с этой областью поработать? Да, можно. Как дома, так и в кабинете врача-косметолога. Любые процедуры с этой области будут связаны с улучшением лимфоциркуляции и микроциркуляции. Лайфхак. Дома вы можете наносить домашние уходовые средства. Помните, как я вам говорила, по линиям от центральной части к периферической. Первый момент. Лимфодренажный массаж. Берете, варите яички, они горячие, лед холодный, и по очереди. Сначала вы делаете круговые движения чем-то теплым, 10 раз, потом холодным. И таким образом перепад температуры, а также стимуляция вот этих массажных линий будут приводить к улучшению микроциркуляции и лимфотока. Если мы говорим про кабинет врача-косметолога, мое личное мнение, я не рекомендую колоть липолитические составы в эту область. Не нужно этого делать. Но есть аппаратные методики и инъекционные методики, которые улучшат положение этой области, запустят правильно микроциркуляцию и сделают правильную работу лимфатической системы. Темные круги, или затемнение под глазами. Первое, на что хочу обратить внимание, это то, что кожа вокруг глаз, она очень тоненькая, она в 4 раза тоньше другой кожи, нежная, и она прозрачная. Под кожей находится круговая мышца глаза, которая прикрепляется в этом месте к кости и дает именно за счет этого такой темный цвет. И, соответственно, когда под кожей просвечивает эта круговая мышца глаза, мы видим вот этот такой серовато-коричневатый оттенок. Второй, например, вариант развития
событий – это периорбитальный меланоз кожи. Это вот такое вот состояние, с которым очень тяжело работать, но кто-то пытается работать и с этим состоянием. Третий вариант развития событий – это когда у вас просвечивают через кожу кровеносные сосуды, это венозный застой, так как в этой области кожа очень хорошо кровоснабжается, там очень много кровеносных сосудов и лимфатических сосудов. И особенно если произошел какой-то застой, это все мы можем наблюдать через нашу прозрачную кожу. А также существует интересное строение черепа, костей черепа, когда глазницы находятся очень глубоко и глаза посажены, соответственно, тоже очень глубоко. И за счет этого происходит формирование такой светотени под глазами, что тоже визуально нам кажется в виде затемнения. Чаще всего это генетическая предрасположенность, генетические причины, то есть то, что передается нам по наследству. Ну и плюс, конечно же, если вы ведете неправильный образ жизни, например, не соблюдаете 8-часовой сон, то это все способствует, да, какому-то лимфостазу или венозному застою. Если вы не употребляете в пищу микроэлементы, там витамин К, В и другие антиоксиданты, если вы не используете в общем, витаминные и минеральные комплексы, если у вас неправильное питание, то все это может привести к усугублению данной проблемы. Чаще всего с подобной проблемой вам предлагают справиться при помощи инъекционных методик, таких, например, как биоревитализация, то есть увлажнение кожи, напитать эту кожу, улучшить лимфоток, улучшить микроциркуляцию. Но иногда когда у нас существует в этой области большой дефицит тканей или, как я уже сказала, вот глубокая очень посадка глаз, этого будет недостаточно. И для того, чтобы нивелировать эту проблему, врач вам предложит процедуру контурной пластики носослезной борозды. Очень важно положить этот гель правильно и в правильные слои. Так, например, ко мне обратилась пациентка, случай из моей медицинской практики. Она обратилась с проблемой расширенных пор, они ее беспокоили. Когда я производила осмотр пациента, я увидела, что под глазами у нее находится выпячивание, такое продолговатое, с голубым сиянием небольшим. И видела, да, при пальпации этого места я видела движение, чувствовала текстуру этого, и я поняла, что пациенту было инициировано что-то в эту область. Я задала вопросы, она действительно сходила к своей подруге, которая не врач, косметолог, который ей инициировал что-то в эту область. И в таком случае я всегда рекомендую пациентам воспользоваться услугами врача-косметолога для того, чтобы убрать этот препарат из этой области. Это все возможно, поэтому не бойтесь делать какие-либо процедуры. Препараты на основе гиалуроновой кислоты можно растворить. Также у меня был случай, когда пришла пациентка, обратилась с отеком квинки. На самом деле это был не отек квинки, это были неправильно введенные препараты, опять же, на основе гиалуроновой кислоты во все места, куда только можно было. И порядка 2 миллилитров препарата было положено в периорбитальную область по миллилитру с каждой стороны для заполнения носослезной борозды. Этого делать нельзя, и это очень большая ошибка. Значит, все морщинки делятся на статические и динамические. Что это такое и чем они отличаются? Статические морщинки – это морщинки, которые мы видим, когда полностью расслаблены, смотрим на себя в зеркале. И если мы видим, что даже при отсутствии какого-либо напряжения, да, у нас заломы, это вот такие вот статические морщинки, они чаще всего формируются в результате отсутствия домашнего ухода, либо плохо подобранного домашнего ухода, сухости кожи, активного и большого пребывания на солнце без использования солнцезащитных средств. Также это нормальный этап старения. Да? Мы не молодеем, мы с годами стареем. И второй момент – это динамические морщинки, это которые возникают в результате активной работы мимических мышц. И если, опять же, у нас кожа не наполненная, а сухая, то в результате работы мышц в этих местах формируются заломы. Таким можно заломчиками назвать, например, да, заломы, которые формируются при напряжении круговой мышцы глаза, их еще называют гусиные лапки. Как с этим всем бороться? Конечно же, у вас должен быть обязательно домашний уход, потому что если вы не идете к врачу-косметологу или к врачу-дерматовенерологу с данной проблемой, то вы должны дома обязательно правильно очищать кожу,
кожу вокруг глаз и правильно напитывать, увлажнять ее, защищать от ультрафиолета. Если вы пришли к врачу-косметологу, то он вам предложит несколько вариантов решения данной проблемы. Первое – это процедуры биоревитализации или процедуры мезотерапии или процедуры препаратами коллагена для увлажнения этой области, для улучшения микроциркуляции, для улучшения лимфодренажа и решения массы дополнительных проблем. Но если мы говорим о проблеме морщинок, то эти препараты, они вам увлажнят и напитают кожу. И вторая, это моя любимейшая процедура, это процедура ботулинотерапии. То есть ботулинический нейропротеин вкалывается в область, где максимально у нас происходят заломы, и, соответственно, круговая мышца глаза уже становится не такой активной, и кожа над ней не формирует вот те самые заломчики. Кожа вокруг глаз очень тонкая, очень чувствительная и очень нежная и требует специального отдельного ухода. В вашем домашнем уходе должен быть обязательно увлажняющий крем и крем SPF с SPF, особенно если вы едете куда-нибудь на юг. Если у вас дома есть патчи или какие-либо домашние гаджеты, вы должны понимать, что это всего лишь вспомогательный инструмент по работе с проблемой в этой области. Если вы решили делать какие-то косметологические процедуры, все-таки инъекционные или аппаратные, то обязательно делать их нужно в медицинской клинике у врача-косметолога. И, конечно же, вы не должны забывать о том, чтобы подход к этой проблеме комплексный и во многом зависит от вас. Ваш образ жизни, препараты, которые вы принимаете, правильный домашний уход за областью вокруг глаз. А в кабинете врача-косметолога это сосчитанный протокол инъекционных и аппаратных процедур. Будьте здоровы!